19 ноября исполнилось 1000 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Харьков с первого дня стал прифронтовым городом. Постоянными обстрелами российские войска пытаются разрушить гражданскую инфраструктуру и парализовать жизнь миллионам в мегаполисе. Что для Харькова и региона означают 1000 дней войны? Областной прокуратуре сообщили, что за 1000 дней в Харькове и области погибло 2767 человек, из них 95 детей. Получили ранения 5821 человек, из них 449 детей. Разрушено полностью или частично более 70 тысяч объектов, из которых более 35 тысяч жилые дома, из них более 7 тысяч многоэтажные. Более 860 зданий общественного досуга, образования, здравоохранения и социальной защиты. Прокуратура зафиксировала более 25,5 тысячи военных преступлений, которые совершили российские военные в Харьковской области. Раскрыто более 1500 преступлений против основ национальной безопасности. О подозрении уже сообщено 1508 лицам, в том числе 1044 за осуществление коллаборационистской деятельности, 248 за государственную измену, 66 за пособничество Российской Федерации, 68 за корректировку огня. В Харькове были разрушены или повреждены более 170 объектов водоснабжения. В частности, в результате российских обстрелов было повреждено около 50 водопроводных и канализационных насосных станций. В разной степени были повреждены внутридомовые системы 650 многоэтажек. Но на коммунальном предприятии «Харьковводоканал» сообщили, что коллектив круглосуточно прилагает максимум усилий, чтобы харьковчане всегда были с водой. Особое внимание уделяют восстановлению объектов, поврежденных россиянами. За 1000 дней войны было разрушено или повреждено значительное количество объектов генерации и поставки тепла. Взрывами за несколько дней было разрушено то, что строилось десятилетиями. Снаряды вырывали из-под земли и превращали в растерзанный лом километры магистралей. И вполне мирные теплой энергетики под обстрелами латали и меняли тепловые артерии. Но тепловикам удалось не только поддерживать работу тепловой системы, но и реконструировать ее по принципам децентрализации. Во вторую военную зиму из-за российских ударов по электроэнергетике пришлось провести 8 полных перезапусков системы теплоснабжения. Это научило харьковских теплоэнергетиков перезагружать централизованную систему отопления за несколько суток, вместо недель, которые требовались для этого в мирное время. К восстановлению энергосистемы были привлечены иностранные партнеры и страны. Удалось полностью восстановить и модернизировать котельные Северной Салтовки. Первые месяцы войны работа метро была приостановлена, но станции стали домом для тысячи харьковчан, которые укрывались там от российских обстрелов. Прилетами было повреждено электродепо Немышлянское и 42 вагона поездов, 7 из которых уже не подлежат восстановлению. Разрушениям подверглись и другие сооружения метрополитена. 8 ноября 2024 года были повреждены все выходы со станции «Научная». Вместе с тем на станциях подземки функционируют метрошкола и метросадик, проходят концерты, выставки и праздники. Сейчас началась установка праздничных декораций для встречи нового 2025 года. Самая большая потеря метрополитена – это сотрудники, отдавшие свою жизнь. Слесари-электрики Сергей Дидыко, Александр Нестеренко, Александр Лемешко, электромеханик Сергей Скороходов. С начала полномасштабного вторжения спасатели Харьковской области осуществили более 32 600 боевых выездов,
значительная часть из которых на ликвидацию последствий обстрелов. Из-под завалов и на пожарах Государственная служба чрезвычайных ситуаций спасли более 1000 человек. За время войны на территории нашей области саперы уничтожили более 106 тысяч взрывоопасных предметов. От войны значительно пострадали зеленые зоны Харькова. Было уничтожено более 1500 деревьев. В результате обстрелов пострадали также участок по выращиванию цветов и помещения для хранения новогодних декораций. Уцелело лишь 7% украшений. В горсовете заявили, что война создала много ограничений и препятствий для полноценной деятельности бизнеса в Харькове. Однако, несмотря на постоянные обстрелы, проблемы с логистикой и поставщиками, значительная часть предприятий продолжает работать, даже в таких условиях. На 1000-й день войны в Харькове работают около 3500 предприятий торговли, 1600 ресторанного хозяйства, более 1000 бытового обслуживания, 48 рынков и торговых площадок.